Как понять, что у меня депрессия? Ну вот что депрессия прям вот, ну, которая как диагноз. Не просто мне сегодня никуда не охота, у меня депрессия. Это ты говоришь упадническое Да. состояние, да, где-то там сработала вегетатика, где-то там устала, там, понятно, да. Вот такое состояние, о котором ты говоришь, оно должно быть больше месяца. То есть, если мы возьмем там, допустим, да, вот мы уже там депрессию как большую клиническую депрессию, это тогда, когда уже тебе нужен психотерапевт и, скорее всего, медикаментозная подпитка, да. Это когда более 2 месяцев ты находишься стабильно, статично, в очень упадническом состоянии, очень сильно нарушается память, у тебя идет жуткий расфокус, ты как будто в тумане все время, да, у тебя плаксивость, раздражительность, с утра сложно встать. Опять же, тоже тут моменты есть психогенного характера, эндогенного характера депрессии, то есть физиологические и психологические. Проявление их будет там с утра, там вечером. У тебя тело становится очень таким безжизненным, безэнергичным, да, ты теряешь вот эти смыслы какие-то, ты ничего не хочешь. Появляются часто очень, если мы будем клиническую брать депрессию, суицидальные мысли, да, то есть потеря смысла жизни вообще. Человек может очень долго лежать, ну, то есть пребывать в какой-то одной статичной позе. Если это длится там больше месяца, желательно говорить: ау, мне нужна помощь, потому что депрессия очень хитрая штука, люди в нее имеют, скажем так, способность влюбляться, потому что она дает еще плюс бонусы жалелки, все начинают вокруг тебя бегать там и так далее, и так далее. Иногда это вопрос действительно того, что человек не может сам собой. То есть она чем страшна, по большому счету, она действительно создает ощущение безвыходности. И поэтому, понятное дело, то есть, ну, вот эта триада, которую я только что перечислила, да, это физиологические моменты, это момент там настроения, это момент нарушения памяти и так далее. Плюс есть сопутствующие там, но они уже у всех по-разному проявляются. Есть, да, такие депрессии скрытого характера, они вялотекущие. Человек может полжизни на самом деле находиться в вялотекущей депрессии, распознать ее очень сложно. Она мало чем, собственно говоря, выделяется. Просто человек ходит на работу, он живет. Это вот, ну, вот это вот та история про «я существую», да. Есть такая штука, как рекуррентная депрессия. Вот, я вот этот яркий очень представитель такой болячки, да, она очень свойственна людям с циклотемией. Это такая легкая биполярочка. То есть это еще не она, но как бы очень похожа. Это депрессия, которая происходит 12 раз в году где-то, то есть каждый месяц. Каждый месяц человек входит в некое упадническое очень состояние, 3-дневное, 4-дневное, даже с суицидальными мыслями, с очень сильным падением, с плаксивостью, раздражительностью, злостью, абсолютной безэнергичностью. Я когда-то, помню, говорила психиатру, что я живу от депрессии к депрессии. То есть каждый месяц статично на Каждый 4 день в нашем дня, заведении да, начинается ты одинаково. выпадаешь в какую-то просто задницу своей жизни, ощущаешь полную тщетность, у тебя начинают появляться мысли, может быть, все это оставить детей, уйти, уехать, зачем, в чем смысл, я там ни на что не гожусь, там, это длится где-то 3 дня, и потом у тебя опять, уху, жизнь прекрасна, снова солнце светит, да, то есть это такие циклотимики, многие, ну, сейчас это называют уже болезнью психической, конечно, не все психиатры это признают, ну, есть возможность, допустим, там поддерживать это медикаментозно. Я для себя решила, что я лучше на 3 дня буду выпадать и зарваться в нору, чем я лишусь вот этой своей какой-то, да, ну, не знаю, там, харизмы, энергии там, и так далее, потому что, несмотря на то, что на 3 дня, 4 ты выпадаешь вообще из жизни, в остальное время ты как раз очень энергично, импульсивно, ты много можешь делать, у тебя брызжут там идеи там, и все остальное. И это, конечно, ну, тоже составляет, наверное, часть твоей личности. Я для себя подумала, что не хотелось бы ее лишаться. Хотя это не... Ну, кто не знает, допустим, да, не понимает вот этого. И здесь, опять же, нужно не путать с ПМСом, потому что эти состояния, они не, ну, регламентируются, да, ПМСными приступами.
Вот, то есть они могут быть вне этой истории. Кто не знает, тот действительно может, да, как-то это тяжело, когда ты уже это знаешь, ты с этим знаком, ты принимаешь, ты просто понимаешь, что тебе с этим делать. Да, я периодически там прокалываю, например, витаминки для мозга себе, чтобы, как говорится, поддерживать себя. Ну и вот на 3 дня я ухожу в нору, я там выплакиваюсь, вся в страданиях, там убегаю, ухожу и периодически ухожу из жизни. Потом Вот, возвращаюсь, да, потом возвращаюсь, как ни в чем господи, не какая... Да, бывало. вообще как ни в чем не бывало. То есть, ну да, конечно, Но есть. оно само проходит. Такое, да, оно само проходит. Просто в Само какой-то приходит, момент само оно проходит. включается и выключается. Ну, это как биполярка, вот знаешь, только ты Нет, не просто... знаю. В биполярке, да, есть очень такие, Ну, когда всплеск и когда дно. да, эйфорические моменты, и очень такие грустные, маниакальные, трагические, да, но там просто все это уже, ну, в таком формате, когда, как говорится, ну, по-моему, книгу написала Кейт Джонс, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, «Беспокойный ум», вот у нее было биполярное расстройство личности, и вот она рассказывала, да, как она там вместо там какой-то полезной покупки пошла купила лошадь. Ну вот ей кажется в этой эйфории, что это очень важно. Но на самом деле, да, такая история непростая очень. Вот циклотемия, она по вот этим вот всплескам очень похожа, только там депрессивная фаза, она короткая достаточно, но раз в месяц, вот то есть 12 раз в году у тебя такие краткосрочные депрессии. Вот. Потом нужно понимать, депрессия для чего, да, ну, например, в моей практике есть не один случай, когда, опять же, депрессия произошла от искажения, то есть человек себя ввел буквально в эти состояния, мы способны это делать вполне. Когда? Женщина, которая не могла, например, сделать выбор между выходить замуж или и не выходить, она ввалилась в депрессию, да, например, человек, который в эмиграцию попал, потерял контроль над всей ситуацией, он может ввалиться в депрессию, если человеку очень важно, нужно внимание, он таким посредством. То есть здесь еще нужно понимать, Причина депрессия, следствия. она о чем? Ну, она про что? И для Да. чего? И для чего, да. То есть, ну, и это может быть, конечно же, то есть депрессия, она может быть даже вплоть последствиям очень каких-то ярких событий. Например, человек очень долго там шел к богатству, да, и вот исполнилась его мечта, исполнилась мечта и потерялся смысл. Крышку оторвала. Крышку оторвало, да, то есть потерялся смысл. Нарциссическая депрессия, она очень может быть серьезная, такая яркая, с алкоголем, со всеми этими штуками, но сама по себе тоже проходящая. Опять возникает какой-то стимул, восхищение, и человек выходит из этого, да. Поэтому здесь, конечно, опять же, вот каждое видео говорю, всегда очень много нюансов. Нужно понимать, разбирать, нельзя вот так вот, ну вот как мне пишут, подскажите, мой муж нарцисс или я нарцисс, потому что там мама Вася, Петя их... Кто из нас, Ну, блядь, я не нарцисс? знаю, честно, потому что, ну, я реально не гадалка, не ясновидящая, это всегда очень много нюансов, иногда люди вообще никакого отношения не... Ну, вот женщины, например, очень часто, он нарцисс, потому что он не хочет на мне жениться, серьезно, блин. Он не народ, он просто не хочет жениться. То есть он не обязательно нарцисс. Такая реальность не нравится, Ну, получается. безусловно, надо его обязательно сделать, Да, обвинить диагноз каким-то, поставить. диагноз ему поставить, потому что, ну, так тогда как бы понятно, что там, ну, не хочет жениться, потому что он больной. Не потому что он не хочет жениться. Потому что если он просто не хочет жениться, значит, со мной что-то не так, правильно? А так он больной, и как бы все хорошо.